Классический рецепт десерта птичье молоко. Он получается нежный, вкусный, пористый, прекрасно подходит как к чаю, так и к кофе. Отличное лакомство как для детей, так и для взрослых. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. 180 грамм мягкого сливочного масла взбиваем миксером до пышности и посветления. Примерно 2-3 минуты. Теперь добавляем 100 грамм сгущенного молока. Перемешиваем до однородности. Сгущенка и масло должны быть обязательно одинаковой комнатной температуры. Крем готов. Пока отставляем в сторону. К воде в количестве 150 грамм всыпаем 300 грамм сахара, щепотку ванилина или чайную ложку ванильного сахара и 10 грамм агар-агара. Кастрюльку желательно брать с толстым дном. Постоянно помешивая, нагреваем смесь на среднем огне. Лопаткой или венчиком проходимся по дну и стенкам сотейника. Агар-агар имеет свойство оседать и может прикипеть. Желирующий агент должен быть силой геля 900. Желирующая способность определяет тип агара 600, 700, 800 и 900. Следовательно, чем ниже маркировка, тем больше агара надо добавлять. Жидкость начинает закипать. В это время начинаем взбивать миксером 2 яичных белка. Если у вас миксер ручной, то зовите кого-нибудь на помощь, так как сироп нужно постоянно помешивать. Он должен хорошо кипеть, на огне чуть выше среднего. Белки взбиваем до крепких пиков. Агар-агар полностью растворяется при температуре от 90 до 100 градусов. Под конец к белкам добавляем щепотку лимонной кислоты или чайную ложку лимонного сока. Продолжаем дальше взбивать. Варим сироп до температуры 110 градусов. В готовом виде он должен стекать непрерывно, тонкой ниточкой. Его лучше немного переварить, чем не доварить. Все готово. Теперь горячий сироп вливаем тонкой струйкой в белки. После того, как весь сироп влили, взбиваем еще примерно 2 минуты. Должен быть хорошо виден след от венчика. Теперь по ложке добавляем крем и продолжаем взбивать на маленькой скорости. Доводим консистенцию массы до однородности и выключаем миксер. Дальше работаем быстро.
Перекладываем смесь в подготовленную заранее форму. По краю прокладываем ацетатную пленку, если форма разъемная, либо застилаем пищевой пленкой. Моя форма прямоугольная, размером 23 на 17 см. Идеально подойдет квадратная. Аккуратненько распределяем и разравниваем. Вот такая красота. Отправляем в холодильник на 1 час. Птичье молоко должно стабилизироваться. Пока перекладывала содержимое, на венчике уже почти все застыло. Можно попробовать. При охлаждении до температур 35-40 градусов агар-агар становится чистым и крепким гелем, который является термообратимым. То есть можно снова нагреть, и при охлаждении он застынет. Десерт отлично окреп. Разрезаем птичье молоко на кубики желаемого размера. Можно сделать сетку из шоколада, обвалять в какао-порошке, орехах или в кокосовой стружке. Либо просто классическим вариантом окунуть в шоколад. Нежно, воздушно и вкусно. Приятного аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!